Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реалистик PES. Пока вокруг eFootball ничего толкового не происходит, новости, так или иначе связанные с игрой, продолжают к нам поступать, и большинство из них так или иначе проливают свет на, возможно, будущий контент, который появится в игре, и в целом на будущие обновления, которые касаются уже непосредственно eFootball 2025. Поэтому сегодня у нас будет этакий небольшой дайджест, состоящий из нескольких небольших, но тем не менее интересных новостей. Поэтому не забывайте поддерживать видео своими лайками, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Ну а мы же начинаем. PlayRock вернулся на свой актуальный домен playrock.com. Больше не нужно использовать VPN и добавлять лишние цифры, чтобы получить доступ к сайту. Просто набери в поиске playrock.com и перезайди в свой профиль. И если вам нужен хороший аккаунт в eFootball 2024, тогда вам как раз таки на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 500 игр и приложений, и широкий ассортимент игровых товаров, монеты, буст и аккаунты. Вы найдете здесь все, что нужно. Покупка происходит в пару кликов. Выбираем нужный товар, оплачиваем удобным способом. Теперь оплата по зарубежным картам доступна с любых стран. Получаем данные от аккаунта в чате с продавцом. Помимо того, что вы можете приобрести огромный ассортимент товаров, вы также можете зарабатывать реальные деньги, продавая свои аккаунты или услуги на сайте. Рейтинг 5.0, более 3 миллионов отзывов, оставленных после покупки. С PlayRock ваши покупки всегда в безопасности. Переходи по ссылке в описании и покупай товары по скидкам до 90%. Итак, первая сегодняшняя новость касается двух партнерских команд, а именно Интера и Милана, которые представлены в eFootball еще с 23-й части. И эта новость гласит о том, что со следующего футбольного сезона, с футбольного сезона 24-25, эти два миланских клуба будут представлены в eFootball эксклюзивно. Это означает, что в FK25, если она выйдет в качестве отдельной игры, эти два клуба, этих два итальянских коллектива будут представлены в фейковом виде, по аналогии с той же Ромой, Аталантой, Лацио и Наполе, которые присутствуют в FK24, также в фейковом виде. Об этом, в принципе, было известно уже давным-давно, когда Интер и Милан заключили соответствующее соглашение с Konami. Это было еще где-то весной-летом 2022 года. Но только сейчас мы дошли до того момента, когда соответствующий пункт в данном договоре, в данном соглашении между сторонами, он, по сути, активируется и уже в ближайшее время будет воплощен в жизнь. И учитывая, что не так давно мы обсуждали тот факт, что eFootball приносит доход для Konami, в целом обсуждали финансовую составляющую студии, мы понимаем, что с деньгами у Konami никаких проблем нет, а поэтому хочется в лишний раз надеяться, что вопросу сотрудничества с другими командами, турнирами, чемпионатами они подойдут чуть более ответственно, ведь все возможности для этого у них присутствуют. Как говорится, было бы только желание. Следующая же новость касается Палмейраса, который мы ждем в игре уже несколько месяцев на протяжении как минимум последних 2 сезонов. А он вот, гад такой, все не появляется и не появляется. По словам Гальвани, в целом соглашение между Konami и клубом также заключено, но по каким-то необъяснимым причинам клуб появится в игре только к eFootball 2025. Таким образом, бразильский клуб в eFootball 2024 мы, к сожалению, не увидим. И поэтому того же Эндрика в базе данных игры мы в ближайшее время также не увидим, вплоть до сентября, когда он появится в составе мадридского Реала. Звучит это, конечно, грустно, поскольку для большинства из нас весь интерес в Палмейрасе заключался только в одном лишь Эндрике. По памяти, наверное, так и не вспомню, кого еще можно было бы оттуда выделить в качестве футболистов. Но для тех же бразильских фанатов это, наконец-таки, будет закрытым гештальтом, потому что Палмейрас — это одна из немногих команд в Бразилии, которая все еще остается без реального названия и без реального состава. Также в одном из роликов Гальвани отмечает, что помимо Палмейраса к eFootball 2025 должен вернуться и бразильский стадион Маракана, который был раньше в серии PES, но с ним также были постоянно проблемы из-за лицензии, потому что в Бразилии как-то вот отдельно договариваются касаемо использования всех этих лицензионных и официальных видов, а поэтому даже во времена PES этот стадион то появлялся, то пропадал. И в eFootball 2025 он должен вернуться вновь. Ну и последняя новость, она уже куда менее конкретная, это скорее даже слух и предположение, поскольку не так давно датамайнеры выяснили, что в базу данных eFootball вернули отдельно празднование для Криштиану Роналду, которое в свою очередь отсылается к одному из старых празднований Криштиану Роналду, а именно данное празднование у португальца использовалось в отдельной карточке Iconic Moment, которая в свою очередь была в PES 2021 от мадридского Реала. Исходя из этого появилось предположение, что одну из будущих карточек Роналду готовят к релизу
релизу в eFootball, поскольку иных предпосылок для добавления старого празднования особо не наблюдается, учитывая, что сам Роналду так голы уже не празднует уже очень-очень давно. В свою очередь, мне же кажется, что подобное развитие событий крайне маловероятное, потому что Роналду как минимум сотрудничает с другим футбольным симулятором, который хоть и не вышел, но тем не менее соглашение никто не отменял. А предыдущие карточки португальца непосредственно в 21 части PES появлялись именно на фоне того, что у Роналду, судя по всему, было соглашение с Konami, которое и позволяло использовать его внешность. Но ваше же мнение, дорогие друзья, я буду рад узнать в комментариях под этим роликом. В целом пишите, как вам подобный формат дайджеста небольших новостей, интересен ли он вам и в целом, что думаете на этот счет. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и вашу активность и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!